Робот сочинит симфонию? Насчет симфонии не уверен, а вот сочинить трек в стиле кантри, набравший миллионы прослушиваний в Spotify, запросто. The Velvet Sundown — AI-группа, которая, пожалуй, впервые в истории смогла запутать алгоритмы стриминга и уши его слушателей, продвинув таким образом несуществующих музыкантов гораздо выше в чарте, чем тысячи других групп, которым, вероятно, просто не хватает финансовой возможности для должной рекламы. Эту историю достаточно широко осветил на своем YouTube-канале музыкальный продюсер Рик Беата, заработав ненароком еще несколько миллионов прослушиваний для ИИ-группы. Может, его подкупили искусственно-интеллектуальные масоны, заинтересованные в продвижении глобалистских сервисов и американской музыки? И только в начале июля этого года авторы задумки, очевидно, люди, создали соцсети и обновили информацию о группе, признавшись, что в этой музыке нет ничего человечного. Это не трюк. Это зеркало, продолжающаяся художественная провокация, призванная бросить вызов границам авторства, идентичности и будущему самой музыки в эпоху искусственного интеллекта. Слушай, а ловко ты это придумал. Любое сходство с реальными местами, событиями или людьми чисто случайное и непреднамеренное. Ой, как удобно. Вероятнее всего, эти треки были созданы при помощи ИИ-модели Suno, популярный сервис, предоставляющий довольно обширный набор инструментов для создания музыки такого типа. Причем стоит это совершенно небольших денег. Есть даже бесплатный вариант подписки, если что, это не реклама. Вот вам и рецепт. Создаем образ артиста в чат GPT, пользуемся ИИ-генератором текста и закидываем в Suno для написания музыки. Мне тебя не вернуть, ты мой соус, ты моя суть. Я один, и песня горит, тепло осталось, а ты ушла в зенит. Дальше достаточно загрузить песню на стриминге через любые бесплатные или недорогие сервисы-дистрибьюторы и считать прибыль. Пользуйтесь! А вот для тех из вас, кто не собирается создавать ИИ-артиста, я подготовил несколько способов, лайфхаков, если так еще говорят в 2025 веке, которые помогут вам отличить сгенерированную музыку от нашей, человеческой. От самых простых лайфхаков до тех, которыми воспользуются скорее продвинутые пользователи. Самый простой способ, пожалуй, только косвенно связан с музыкой. Обратите внимание на то, как часто артист выпускает альбомы. В случае с нашим «Бархатным закатом» это было 3 альбома за 2 месяца. В общей сложности 39 треков. Конечно, некоторые битмейкеры выкладывают новые биты каждую неделю или даже чаще. У меня ушла там бутылка водки и бессонная ночь. Но, как правило, на написание, запись и сведение достаточно объемной аранжировки могут уйти месяцы, в особенности если нужна запись акустических инструментов, гитар, фортепиано или вокала. Как раз то, что мы слышим в песнях группы The Velvet Sundown. Я вам говорю из своего опыта, потому что вот уже несколько лет мы с друзьями пишем музыку для нашего проекта Jazz Break. Советую послушать, если вам нравится джаз, фанк и электроника. А ты в Одноклассниках есть? Еще один немузыкальный способ проверить наличие социальных сетей, статей о членах группы, либо любая другая информация, которая могла бы доказать их существование в реальном мире. Я не живу, я существую. The Velvet Sundown появились в сети X, Facebook и Instagram только 1 июля. К этому моменту были опубликованы уже 2 альбома группы. Да и как появились? Есть ощущение, что те фотографии группы, которые были там опубликованы, не могут быть еще более палевно сгенерированными. Ну, посмотрите, какие красавчики сидят. Вот они, слева направо, как на подбор. Следующий способ, пожалуй, нельзя назвать панацеей, но из моих наблюдений продолжительность ИИ-треков настолько редко выходит за пределы 4 минут, что это можно назвать скорее редким исключением. Все песни «Бархатного заката» длятся от 2 до 3,5 минут. Вероятно, это связано с возможностями генераторов музыки, или просто с тем, что такая продолжительность уже давно стала золотым стандартом популярной музыки.
Конечно, следует обратить внимание и на текст песни. Встречаются некоторые обороты, которые мы не слишком часто используем в устной речи. Часто это словосочетание прилагательное плюс существительное, которые звучат излишне поэтично. Даже если его духами отдать, все равно продолжает вонять. А если мы говорим о текстах и их исполнении на русском, большая проблема генераторов до сих пор — это ударение. Но я уверен, что в скором времени это поправится. Дело в том, что многие ИИ-модели учатся на сильно сжатой информации и на файлах с низким битрейтом в формате MP3. Это позволяет им изучить большие объемы информации, потому что такие файлы весят меньше. Но это влечет за собой появление различных артефактов. Это может быть странно обрезанная реверберация, некрасивый вдох, куцый по частотной характеристике бас или даже внезапное шипение в одном из инструментов. Прошу не шипеть. В общем, все, что отличает хороший человеческий трек от плохого. Для самых продвинутых можно закинуть трек в какой-нибудь сервис или даже в Logic Pro, позволяющий выудить из него так называемые стемы, подорожечную запись. Отдельно каждый инструмент или группа инструментов, как, например, ударные, чтобы больше сконцентрировать свое внимание на артефактах. Либо просто загрузить песню в сервис, позволяющий определить ИИ этот трек или не ИИ, так называемый AI-детектор. После всего вышесказанного я задам вам один вопрос. Вообще, вопросов будет чуть больше. Это просто, чтобы красиво звучало. А зачем нам вообще узнавать, сгенерированная эта музыка или нет? Только ли от самого факта, что мы слушаем музыку, над которой не корпело ни одного живого музыканта, она становится плохой? Недавно я наткнулся на лоу-фай исполнителя Hyperdrive Boogie, тоже сгенерированная музыка. Послушайте сами, неплохо же звучит. И не подумайте, я, как музыкант, полностью выступаю против того, чтобы ИИ заменил творческих людей на их поприще. Считается ли это искусством? В узком значении этого слова искусство отражает любую творческую деятельность и ее результат – художественное произведение. И да, ИИ-модели не занимаются творчеством, они просто анализируют данные и пересобирают то, что уже когда-то написал человек, так, чтобы это не считалось плагиатом. Но в широком смысле этого слова даже такая музыка может считаться искусством. Это все еще форма культуры в знакомом для человека обличии и звучании, которая была основана на человеческой истории и культуре и однажды написана человеком. И вот к чему я веду. Музыка, да и вообще любой вид искусства — это то, что она делает для вас, а не то, кто и как ее написал. По крайней мере, я придерживаюсь такой философии. Вероятно, ИИ в скором времени заменит музыкантов, которым не хватает образования, навыков, возможности сделать художественное произведение высокого уровня, то есть начинающих битмейкеров, неумелых санграйтеров и просто тех, кто все никак не может прорекламировать свою музыку. Конечно, если из-за этого люди будут бросать занятия искусством, это нехорошо. Точно так же стриминговые сервисы не должны вставлять в плейлисты и чарты с человеческой музыкой сгенерированные песни. Их нужно разделять и маркировать должным образом, как это делает, например, YouTube и Deezer. Напишите в комментариях, как вы относитесь к сгенерированной музыке. Возможно, у вас есть любимый ИИ-исполнитель. А я благодарю вас за просмотр, лайк и подписку. С вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч.